Почти каждый геймер хотя бы раз играл со своим другом в хайповый трешак. Люди приходят сюда не ради глубокого сюжета, а из-за любопытства, что еще такого могли придумать разработчики. Поэтому трэш-коопы всегда будут популярны. Это уже 4-я подборка игр, в которые не только интересно играть, но и весело. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Ham the Game. Здесь ты вместе с друзьями оказываешься на фабрике по производству ветчины, где один берет на себя роль менеджера, а остальные работают на линии, чтобы хоть как-то контролировать хаос. Заказы прибывают один за другим, оборудование ломается, а времени на подумать практически нет. Основная задача – выполнять все больше заказов и следить за работоспособностью фабрики. Ты загружаешь продукцию в контейнеры, следишь за конвейерами, ремонтируешь поломки и пытаешься не допустить, чтобы производство окончательно встало. При этом каждый новый день подкидывает дополнительные сложности, новые инструменты, которые вечно ломаются, еще больше поводов для паники. Особенно весело становится в кооперативе. Здесь постоянно приходится договариваться, координировать действия и буквально орать друг на друга через встроенный голосовой чат. А если менеджер плохо справляется со своей работой, команда может проголосовать за его замену в конце смены. Из-за этого каждая партия превращается не только в борьбу с фабрикой, но и в небольшую корпоративную драму. Интересный факт. Упавшие куски продукции могут запускать настоящие цепные аварии, забивать конвейеры, сталкивать другие объекты и создавать эффект домино по всей фабрике. Сообщество быстро превратило это в отдельный вид развлечения, как и голосование против хорошего менеджера чисто ради прикола. Super Battle Golf. Обычный гольф это же скучно, так что давай забьем на все правила. Ты выходишь на поле вместе с другими игроками и пытаешься первым добраться до лунки, но соперники постоянно мешают друг другу всеми возможными способами. Здесь недостаточно просто хорошо рассчитывать удары. Приходится еще и отбиваться от назойливых конкурентов, которые готовы устроить настоящее побоище ради победы. Здесь есть и классические элементы гольфа. На каждом поле нужно выбирать силу и направление удара, обходить препятствия вроде озер, песчаных ловушек и растительности, а заодно следить за происходящей движухой. По карте разбросаны различные предметы, которые позволяют саботировать соперников, защищаться или получать дополнительные преимущества. В ход идут даже орбитальные лазеры и гольф-кары, способные сбивать других игроков прямо во время матча. Играть можно как в одиночку, набирая очки на многочисленных полях, так и в компании до 8 человек. Имеется и кастомизация персонажа. Можно менять внешность, эмоции, клюшки и другие косметические элементы, создавая своего уникального гольфиста. Интересный факт. В отличие от классического гольфа, здесь все игроки проходят лунку одновременно. Игру собрали примерно за 4,5 месяца, что звучит как челлендж. После релиза проект продал более 100 тысяч копий за первые 48 часов, а позже преодолел отметку в 1 миллион экземпляров. Party Animals. Ты берешь под управление забавного зверька и принимаешь участие в веселых партиях, где можно толкаться, драться, сталкивать соперников с карты и устраивать настоящий хаос на выживание. Большая часть веселья строится на физике персонажей и постоянном взаимодействии между игроками. Можно сражаться друг против друга, а можно объединяться в команды и вместе устранять соперников. Каждая партия превращается в череду смешных ситуаций, потому что ты не знаешь, как из-за случайного удара, неудачного прыжка или неожиданной помощи товарища поведет себя физика в игре. Играть можно как по сети, так и в режиме разделенного экрана. Кроме соревновательных режимов, есть командные события, где благодаря кросс-платформенному мультиплееру и поддержке кооператива всегда легко собрать компанию для очередного безумного матча. Разработчики сделали большой акцент на взаимодействие игроков, поэтому на некоторых картах победить без слаженной командной работы будет гораздо сложнее. И интересный факт. Демо-версия собрала более 135 тысяч одновременных игроков в Steam и вошла в число самых популярных игр фестиваля Steam Game. Одним из мемов сообщества стали спящие чемпионы. Игроки обнаружили, что персонаж, потерявший сознание, иногда случайно выигрывает, потому что другие выбыли с карты раньше. Super Bunny Man. Забавный кооператив, где тебе вместе с другом предстоит играть за героев в костюмах кроликов. Вместо привычного платформера здесь все построено на физике. Приходится прыгать, перекатываться, цепляться за объекты и всеми силами пытаться добраться до финиша, не свалившись в очередную яму или не напоровшись на ловушку. Основной режим предлагает пройти 50 уровней в нескольких мирах, среди которых лес, снег, пещеры, пляж и стадион. Играть можно как в одиночку, так и вместе с другом локально или по сети. По пути нужно искать морковки, преодолевать ловушки и добираться до червоточин, которые ведут дальше в следующую локацию. Управление специально сделано таким образом, что даже простые действия могут поломать все прохождение. Если хочется еще больше хаоса, можно переключиться на парти-мод. Здесь до 4 игроков соревнуются друг с другом в разных режимах, сталкивают соперников с платформ, забрасывают мячи в корзину или собирают морковки при
помощи реактивных ранцев. Благодаря физике персонажей, каждая партия совершенно непредсказуема и часто заканчивается ржакой или нервным тиком. И интересный факт. Изначально проект существовал как мобильная игра. Позже автор решил полностью переделать ее для ПК, добавив новые уровни, переработанное управление, локальный кооператив и полноценные соревновательные режимы. Игроки научились использовать тела напарников как импровизированные трамплины и буквально перелетать половину карты. Deadline Delivery. Ты играешь за Карла, обезьяну-почтальона, который постоянно не успевает вовремя доставлять посылки. Терпение начальства закончилось, поэтому на твой грузовик установили взрывчатку, а вместе с ней и таймер. Теперь каждая поездка превращается в безумную гонку со временем, где останавливаться просто нельзя, как в фильме «Адреналин» со Стэтхэмом. Вся игра построена вокруг скоростных доставок на нестабильном грузовике, который постоянно норовит уйти в занос. Тебе нужно мчаться по трассам, дрифтовать, объезжать препятствия и выполнять доставки до того, как закончится отсчет. На пути ждет 21 уникальная карта, каждая из которых проверяет реакцию и умение контролировать машину в самых напряженных ситуациях. А особый азарт добавляет многопользовательский режим, где одновременно могут соревноваться до 8 игроков. Здесь важно не только быстро ехать, но и грамотно использовать каждый поворот, чтобы выиграть гонку у друзей или случайных соперников. Постоянное давление времени и риск подорваться в любой момент делают каждую попытку напряженной до самого финиша. И интересный факт. Игру создали всего 2 разработчика, и проект собрал десятки тысяч добавлений в виш-лист задолго до релиза. Спидранеры начали искать способы доставлять посылки вообще без использования дорог. Уже в первых тестовых версиях появились маршруты через крыши зданий, скалы и участки карт, которые явно не задумывались как полноценные трассы. Все эти игры отлично подходят для компании, где главное не победа, а хорошие эмоции. Если захотелось посмеяться, устроить немного хаоса и получить кучу забавных моментов в любой из этих игр, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.